Олег, прикинь, тебе, чтобы с бэхи на бэху сесть, надо было бы 800 голды занести. Разрабы уверены, что это норм и тупые не дают работягам держать любые проходные танки в ангаре. Как ты хочешь? Ты не понимаешь разве тот факт, что в первую очередь это бизнес, а не игра для того, чтобы люди просто так на халяву получали удовольствие, играя в эту игру. Это не благотворительность, это бизнес. Игра делается интересной для того, чтобы с нее зарабатывать, а не потому, что такие великие, там, великодушные, правильные люди сидят, которые думают, блин, надо вложиться в игру, чтобы люди... И создать игру, чтобы люди могли на халяву покатать, после работы отдохнуть. Так не работает. Знаешь, сколько денег стоит разрабатывать эту игру и поддерживать ее, даже без разработки вот на текущем уровне? Очень много денег. Первый год игра не требовала много денег для поддержки. В первый год игра была создана на коленке, небольшим количеством сотрудников, и которая вообще даже... Точнее, люди, которые ее разрабатывали, даже не подозревали, что может быть такой выстрел. Притом, по поводу вот этого вот утверждения... Как это еще раз? Где это сообщение, блин? В начале Короче, в самом начале донатить нужно было в игру в разы больше. В разы нужно было больше донатить для того, чтобы комфортно играть. Сейчас, в принципе, для того, чтобы комфортно играть, тебе не нужно донатить. Не обязательно прям много донатить. У тебя даже премы есть возможность без доната получать. Сейчас такое количество всяких бустов, всяких возможностей получить премы. Короче, неимоверное количество халявы. Раньше этого ничего не было, раньше все за голду. Даже снаряды за голду. Никаких бустеров, ничего не было. Ты без премиум аккаунта должен был охуенно играть. Охуенно играть, например, там на девятке. Такой для того, чтобы выходить в плюс. Без, разумеется, стрельбы голдой, без каких-то там расходников и так далее. Просто играешь на обычных ремках, аптеках, на обычных ББшках и делаешь это охуенно, тогда ты... Тысяч по 5-10 мог фармить в плюс, даже скорее по 5. И представляете, сколько нужно было времени потратить тогда для того, чтобы выфармить десятку, которая стоила 6 миллионов во все времена, то есть 100. Поэтому сейчас плакать про то, что в игру надо деньги заносить, это очень странно. Потому что, в принципе, это в целом не обязательно делать. Я с октября 2010 играю. Фармили тогда на КВ и С-51, и 10Q качали первые несколько месяцев. Так, я с октября 10 играю, фармил тогда на КВ и с Буратой. Да, фармили на арте и на 6-5 уровнях. Фармили, для того, чтобы покупать 10 уровень. На 3-4-85, вот на этой всякой хрени. Олег, как думаешь, почему от стримеров так много негатива в сторону игроков с сильной статой? Они же не руинят катки, как игроки 45% удачи. По поводу того, почему на зеленых бомбят. Потому что они, во-первых, руинят, как и все, и даже статисты руинят катки. Они руинят геймплей статистам, геймплей стримерам, поэтому и на них бомбят. Потому что зачастую, очень часто так получается, что всякие зеленые игроки, они получают эту стату не за счет понимания какого-то такого игры хорошего, который превосходит серьезным образом средний уровень понимания среднего игрока. Они только лишь, как правило, одну вещь поняли, одну, которая бесит всех стримеров, это стоять в контроле. Всегда в любой ситуации просто стоять в контроле. Вот он стоит, сука, в контроле, ничего не делает абсолютно, не рискует вообще, не пробует, ничего. Стоит в контроле. В любой ситуации стоит в контроле. И ничего не делает. Это бесит стримеров. Потому что он как бы не играет. Он не ошибается из-за этого. Просто стоит в контроле, все. Стоять в контроле, это же правильно? Нет.
И так все просто. Стоять в контроль там, где надо стоять в контроль, это правильно. А не в любой ситуации. Первый попавшийся. Он в любой ситуации стоит в контроль. То есть, если посмотреть, как играют статисты, они, блин, стоят в контроле меньше, чем эти зеленые. Они гораздо чаще едут, что-то пробуют. Именно играют. Эти просто контроль, все. Разумеется, это будет бесить. Как это может не бесить? Это будет всегда извечной темой. Статист настреливает и нихуя не делает. Зеленый побеждает любым способом, как может и тоже. И статиста нихуя не делает. Как может статист нихуя не делать, если у статиста статистика лучше, чем у того, у кого хуже стать? Ну, ты говоришь, смотри, статист нихуя не делает. Но при этом мы по статистике видим, что у статиста винрейт больше, чем у того, кто что-то делает, по твоему мнению. Логика. Статист делает больше, чем среднестатистический зеленый, не знаю, красный, бирюзовый игрок. Чем у тебя стата лучше, тем ты больше делаешь на карте. По-другому быть не может.